Всем привет! Нам тут повезли дизайнерский телевизор от Samsung. Если кто там планировал обустраивать квартирку или дом, этот обзор может вас заинтересовать. Такой техники у нас еще не было. Приезжало много разных ТВ, плотно напичканных всякими инновационными технологиями и функциями. Это все хорошо, но есть же среди нас много людей, которые хотели бы максимально органично вписать технику в свой интерьер. Собственно, вот одно из решений. Телевизор Samsung серии The Serif. Не шрифт, как я вначале подумала. Над внешним видом телевизора трудились дизайнеры Ронан и Эрван Бурулек и назвали его Iconic Design. В этом есть определенный смысл, потому что если смотреть на телевизор в профиль, четко вырисовывается буква I. Смотрится интересно. Ножки у него не такие, как обычно, они длинные, черные и металлические. И насчитывается их 4. Вообще, с виду Serif похож на какой-то мольберт или навороченный флипчарт. Как по мне, это вылитый многими любимый стиль лофт. Максимально просто, лаконично и в то же время стильно. Сзади телевизор прикрыт сплошной текстурированной белой панелью, под которой находятся все разъемы и провода. Кабель питания можно спрятать прямо в ножки и оставить все же телевизору вид доски. Так никакие лишние детали не портят интерьер, прямо-таки рай для перфекциониста. Собирать его просто даже для меня. По крайней мере, мне это удалось сделать без каких-либо препятствий, но все же с помощью помощника. 4 руки нужно выставлять. Ножки легко вкручиваются в прорези для них. 15 минут и телевизор надежно стоит в вашей гостиной, ожидая первого включения. Сейчас вы видите диагональ в 55 дюймов, как раз оптимальный вариант, как по мне. В продаже будут еще 43 и 49 диагонали. Верхнюю грань, кстати, можно использовать как подставку для каких-то нетяжелых статуэток, растений и предметов интерьера. Но основное ее предназначение – поверхность для смартфона. Вы спросите, что я сейчас такое гаражу? А я отвечу, что в 2019 уже и в телевизорах есть модуль NFC. Вы можете включить его на вашем телефоне, положить сверху на телевизор и выводить музыку на динамик последнего. Это происходит моментально, намного быстрее, чем через Bluetooth соединение. Так что NFC в телевизоре это не такой уже и бред. Также в Serif доступна встроенная поддержка AirPlay 2, чтобы можно было смотреть и слушать практически любой контент с устройства iOS или Mac. Видео, фото, музыку и так далее. А в игрушки поиграть на 55 дюймах так вообще одно удовольствие. В Samsung Serif предусмотрено около десятка интересных приложений, предназначенных в основном для просмотра видеоконтента. Netflix, Google Play Movies, но королем вечеринки тут выступает новое приложение Apple TV. Это первый Samsung с такой функцией. И, что может быть лучше, чем смотреть реально новые фильмы в 4К на новом телевизоре под какие-то вкусняхи? Но сервис платный, как и большинство остальных. Для сводки. Все известные тюнеры здесь, конечно же, встроены. И аналоговые, и цифровые. Wi-Fi есть. А за слаженную работу и понятный интерфейс отвечает стандартная для Samsung операционная система Tizen. Да, самое главное, Samsung Serif изготовлен по технологии QLED, то есть дисплей на квантовых точках. Для нас это означает продолжительный срок службы, 100% цветовой охват, высокую яркость и контрастность. Последнему способствует еще технология HDR10+. И да, тут с этим не промахнулись, ведь картинка здесь получилась и правда очень сочной и контрастной. Разрешение, кстати, Ultra HD 4K, 3840 на 2160 точек. Очень актуальным в разрезе Samsung Serif выступает режим Ambient. Так как телевизор призван органично дополнять интерьер, вне использования его грех оставлять в выключенном виде с черным экраном. Ambient мод предлагает разные заставки, как и однотонные с развернутой палитрой, так и красочные пейзажные. Есть еще всякие текстурки симпатичные. Специально для этой модели дизайнеры разработали еще 2 новых фона с общим названием Serif Ambient, с изображением минималистичной зеленой листвы в виде узора и текстурной ткани. Как вариант, можно выставить на экран красивый циферблат и всегда иметь в доме под рукой часы, образно говоря. А еще никто не запрещает использовать ваши любимые фотки. Пока телевизором не пользуются, он будет выполнять функционал цифровой фоторамки. Вот этот пастельный рисунок, который я нашла в предложенных, в совокупности с общим дизайном вообще выглядит как настоящая картина. Знаете, что-то в этом есть. О том, что это дизайнерский ТВ, заметно даже по его выключению. Экран не просто гаснет, как обычно, а закрывается шторкой, как это бывает в презентациях PowerPoint. Как таковой отдельно выведенной аудиосистемы в Serif нет. Только 2 небольших динамика на 20 Вт, скрытых на нижней части корпуса. Громкости звука хватает с головой. Насчет частоты плохого ничего не скажу. Я думаю, поддержка Dolby Digital говорит сама за себя. Если нравится погромче, подключайте акустику и будет вам счастье. Как и 8К 2019, в Serif интегрирован Intelligent Mode. Помните, я когда-то говорила про интеллектуальный режим звучания и яркости дисплея, когда телевизор оценивает окружающую обстановку, просматриваемый контент и настраивает громкость, яркость и звуковые частоты под нее. Так вот, это он. Во время просмотра ток-шоу или какая-то драма будут отдавать предпочтение четкому диалогу, в то время как боевик или футбольный матч усилит басы и повысит звуки толпы.
Кстати, по поводу управления. Отдельного внимания заслуживает пульт. Он тоже выполнен в минималистичном дизайне и четко подходит к телевизору. Красивый, в общем. Среди команд, которые тут доступны, вы можете увидеть голосового ассистента, вызов цифровой клавиатуры, кнопки выключения, назад, домой, пауза, включение Netflix, Prime Video от Amazon и 3W, то бишь браузер. Как мне кажется, это самый совершенный браузер из тех, которые я видела в телевизорах. Во-первых, он плавненько подгружается, во-вторых, открывает все плагины, медиафайлы и страницы. То есть кодеков здесь достаточно для нормальной полноценной работы. И интерфейс очень удобный и привычный. Сюда бы еще мышку подключить для плавности движения курсора, и будет вам полноценный Google Chrome. А еще очень необычные на пульте кнопки регулировки громкости и переключения каналов. Казалось бы, две серебристые тоненькие полоски вроде бы как предназначены только для того, чтобы на них кликать, что я делала полчаса, не понимая, почему же ничего не работает. Пока не подошел ко мне добрый человек и не начал кликать на эти кнопки вверх-вниз. Все-таки зачатки блондинки, наверное, во мне остались. Так вот, звуки канала регулируются таким образом. Этот пульт до такой степени маленький и легкий, что я успела его уже раз 5 потерять на диване в одеяле. Но есть еще один альтернативный вариант. Смартфон. Фича SmartThings позволяет использовать его вместо пульта. Только полноценно, не так, как это возможно с помощью ИК-порта на многих смартах Xiaomi. При подключении можно просматривать на телефоне весь доступный список фильмов. За ужином, например, выбрать себе один, подойти потом к телевизору, класснуть разок на кнопку в смартфоне и наслаждаться просмотром. В общем, интересный получился телевизор. Взгляд себе приковывает точно. Внешне он более эффектно смотрится, чем вот эти обычные плоские, ничем не примечательные, высокотехнологичные прямоугольники. Если вы любитель как-то выделиться, но со вкусом, Samsung Z Series хороший вариант на подумать. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если видео было полезным, а также подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Смотрите другие наши ролики про QLED 8K и краткую выдержку с конференции Apple WWDC 2019. Пока!